Отец взял сына с собой в поход, и через несколько дней они вернулись домой с необычным подарком на память — живым волчонком. То, что произошло дальше, просто невероятно. Когда Джек впервые организовал поход на выходные для своего сына Мейсона, он никак не ожидал, что в итоге они привезут домой дикое животное. Но Мейсон очень быстро сблизился с волчонком. Видите ли, когда они отправились в поход, Джек отпустил своего мальчика поглубже в лес, пока они не нашли хорошую поляну, где можно было разбить лагерь. Они разбили палатку, и когда солнце опустилось к горизонту, они соорудили небольшой домик. Мейсон у маленького костра наблюдал за закатом, сидя у теплого костра, пока Джек жарил им на ужин несколько хот-догов, а на ночном небе сияли луна и звезды. Мейсон и Джек рассказывали истории и обсуждали важные вопросы жизни. Мейсон был так увлечен беседой, что совсем забыл о своем ужине. Он поставил тарелку с хот-догом у своих ног с намерением съесть его позже. Сначала Джек, а затем Мейсон заметили маленького зверька, убегающего с поляны. Хот-дог демонстративно свисал с дерева. Его устами они вместе усмехнулись. Мейсон сказал, что был рад поделиться едой с нуждающимися существами, Джек развел костер, и они отправились спать. Пара проснулась рано утром, когда тепло солнца разогрело палатку, как духовку. Джек хотел остаться ночевать на том же месте, но понял, что, возможно, потребуется провести разведку, чтобы добраться до места. Позаботься о том, чтобы они были в безопасности от нападения волков. Большую часть дня они провели, бродя по лесу в поисках следов стаи волков или более крупных зверей, но, как ни странно, ничего не нашли. Они вернулись в свой лагерь, подкрепились, в очередной раз убедившись в своей безопасности. Отец и сын развели костер и начали готовить фасоль на ужин. Потребуется много времени, чтобы огонь привлек волчонка обратно на поляну. На этот раз Джек и Мейсон были начеку и быстро заметили молодого волка на краю поляны. Мейсон умолял своего отца приготовить оставшиеся у них хот-доги, чтобы накормить волка. В конце концов Джек сдался и приготовил мясо. Волк медленно подкрадывался все ближе и ближе. Джек протянул хот-доги Мейсону. Положив одну из них на землю, как это было накануне вечером, волк медленно приближался к ним, пока не оказался достаточно близко, чтобы выхватить еду, и убегал обратно в укрытие деревьев, чтобы поесть. Мейсон подошел к краю поляны и сел. Он протянул волку еще один хот-дог, и к ужасу Джека волк начал приближаться к его сыну. Джек чуть не окликнул Мейсона, чтобы попросить его быть осторожным, когда волк осторожно взял хот-дог прямо из рук Мейсона. Мейсон вернулся, подойдя к костру за последним хот-догом. Он сел там, уговаривая волка подойти к ним. И прошел почти час, прежде чем волк подошел и сел у огня. Когда он, наконец, устроился рядом с Мейсоном, его наградили последним хот-догом. Мейсон сел рядом с волком и в конце концов положил голову ему на колени. Увидев, что Мейсон просиял, как никогда раньше, Джек решил разыграть ситуацию и спросил своего сына, не хочет ли он поспать с ним на улице при лунном свете. Его новый друг Мейсон горячо кивнул, и в ту ночь они втроем спали у костра. Мейсон и волк обнимались всю ночь напролёт, но, к сожалению, наступило утро, и дуэту отца и сына пришлось собрать вещи и вернуться домой. Когда они собрали свои вещи, за которыми наблюдали волчата Сатурна, они направились обратно к машине, а волк следовал за ними на расстоянии нескольких ярдов. Они прошли несколько миль, а волчонок продолжал следовать за ними. Наконец они вернулись к своей машине. Джек был готов ехать, когда Мейсон крикнул «Подождите». Он открыл свою дверь и обратился ко всем от удивления. Волк запрыгнул к нему на колени. У него нет семьи. Может быть, нам суждено стать его семьей. Мейсон сказал, что с не по годам развитой интуицией Джек, нервничая, согласился, и они привезли животное домой. И несколько замечательных лет волк жил с Джеком и Мейсоном. Они назвали его Тимбер, иронично намекая на то, где его нашли. Мейсон рос вместе с волком, учился заботиться о другом и извлекал из этого пользу. Понятно, что у него было разбито сердце, когда Джек объяснил, что волк вырос в грозного хищника, каким он и должен был стать, и пришло время отпустить Тимбера обратно в его родную среду обитания. Рассуждая логически, Мейсон понимал, что его отец прав.
но ему все равно было невероятно грустно терять своего лучшего друга. И еще больше ему стало грустно, когда несколько дней спустя из леса вырвался Тимбер и убежал прочь. Мейсон хотел вернуть его обратно в лес, где его нашли. Он хотел угостить волка и дать ему как следует порезвиться. Прощаясь, Джек увидел, как страдает его ребенок, и на следующий день вернулся домой с сюрпризом. Он подарил Мейсону любимую собаку. Джек объяснил, что собака может остаться у него дома, и ей не придется уезжать. Когда она повзрослела, Мейсон сразу же пошел на кухню и приготовил несколько хот-догов. Он разрезал хот-дог и положил его в собачью миску для щенка. Щенок не проявил интереса к еде и отказался ее есть. Мейсон почувствовал, что это признак того, что они не были родственными душами. Не смог заполнить пустоту, оставленную древесиной. Мейсон был теперь подросток. Пытается управлять своим горем, он организовал поход с друзьями. Мейсон был знаком с лесом, где Джек часто брал его, чтобы он принес несколько друзей, чтобы показать им красивом лесу. Они разбили лагерь, устроил пожар, и большая часть группы начали пить и отмечать их вместе. Мейсону, однако, не хотелось пить, поэтому он решил прогуляться, вооружившись фонариком и какой-нибудь смесью, он отправился в лес. Друзья Мейсона забеспокоились, когда прошло несколько часов, а Мейсон так и не вернулся, поэтому они потушили костер и обыскали лес в поисках своего друга. Им потребовался еще час, чтобы найти Мейсона. Он неподвижно стоял посреди небольшой поляны, окруженной стаей из 4 волков. Друзья Мейсона начали паниковать, думая о том, как им нужно освободить своего дорогого друга от этих хищников. Но Мейсон, казалось, был спокоен, как огурец. Тихим, спокойным голосом он сказал группе, что все в порядке. «Я был здесь раньше». Группа в смятении наблюдала, как волки окружали Мейсона все ближе и ближе. Интересно, слышат ли волки, как колотится его сердце в груди или как кровь шумит у него в ушах? Он не был уверен, как следует вести себя со взрослыми волками, поэтому поступил так, как в прошлом срабатывал с Тимбер. Вытряхнул смесь из сумки на лесную подстилку. 3 волка остановились, чтобы понюхать еду, но быстро сосредоточились на Мейсоне. 4-й волк осмотрел еду и наклонился, чтобы взять ее. Мейсону показалось, что он присел на корточки, чтобы посмотреть волку в глаза, и был поражен тем, что увидел. Мейсон ошеломленно отступил. Его друзья были глубоко обеспокоены, когда увидели, как 3 волка разинули рты и обнажили зубы. На Мейсона, сидевшего в кругу волков, вот-вот должны были напасть. Но тут 4-й волк глухо зарычал, и 3 других отступили, а волк тявкал и выл на свою стаю до тех пор, пока в конце концов они спрятались обратно на деревья. На поляне было пугающе тихо, так как все были в шоке от того, что только что произошло. Действительно ли этот дикий волк только что спас жизнь Мейсону? Мейсон поднялся на ноги и подошел к животному. Дрожащий от адреналина рукой, он потянулся к волку, склонил голову, когда волк позволил Мейсону погладить его. Мейсон подтвердил свою теорию: «Ты победил». «Не могу поверить в то невероятное воссоединение, которое только что произошло». «Привет, Тимбер», — сказал Мейсон со слезами на глазах. Он наклонился и обнял Тимбер, и несколько коротких мгновений они наслаждались присутствием друг друга, пока Тимбер не лизнул руку Мейсона и не убежал обратно в лес. Видите ли, несмотря на то, что Мейсон был уже подростком, Тимбер просто видел, как его стая окружила маленького мальчика, который долгое время был его лучшим другом. И он ни за что не позволил бы, чтобы с ним что-то случилось, все еще принимая то, что только что произошло. Мейсон вытер слезы со своих щек и, наконец, по-настоящему попрощался со своим милым питомцем. Он понял, что Тимбер обрел новую семью. Он понял, что Тимбер счастлив, вернувшись в свою естественную среду обитания. Группа друзей вернулась в свой лагерь. Мейсон написал своему отцу, чтобы рассказать о своей встрече с их любимым волком и о невероятном осознании того, что семья — это любовь и поддержка, которые можно найти во многих местах и выразить разными способами, и за это Мейсон был бесконечно благодарен.